Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. Давно у себя на канале не выставляла видео с приготовлением супов. Связано это с тем, что вы супы как-то хуже смотрите, но их никто не отменял, и сегодня я для семьи своей готовлю суп с мясными клетками. Для рецепта мы возьмем фарш мясной, картофель, морковь, лук, мука, у меня цельнозерновая, подойдет обычная любая, яйца, соль, перец по вкусу, нам понадобится еще растительное масло, вода, и можно использовать зелень. Наливаю в кастрюлю немножко масла, ставлю на маленький огонь, и теперь немножко порежем лук, не крупно. Отправляем его в кастрюлю. Можно это все делать на сковороде. У меня кастрюля такая специально с толстым дном, поэтому я могу в ней жарить. Теперь берем морковку. Морковку я хочу нарезать кружочками, поэтому я буду использовать только вот эти вот маленькие. Вот это я съем остальную часть. Морковь отправляем к луку и слегка их поджариваем. Готовим тесто. Разбиваем мисочку. Одно яйцо. Подготовлю еще тут у меня фарш. В фарш пойдет один белок, а желток мы в тесто пустим. Немножко соли сюда. И хорошо взболтаем яйца. Так, у нас получилась вот такая смесь жидкая. Теперь добавляем сюда постепенно муку. И замешиваем эластичное тесто. Я перейду на вилочку, потому что венчиком будет уже неудобно. У нас получается вот такое мягкое эластичное тесто. То есть оно когда перестает прилипать к рукам, все, хватит замешивать. То есть у меня со стакана вот осталось вот столечко вот немножко. Все, тесто оставляем в покое буквально минут на 10. Нарезаем картофель кубиками. Я почистила, конечно, много. Я думаю, хватит мне здесь и 3 штук. Пересыпаем к морковке и луку. Наливаем сюда воду. Можно использовать любой бульон, овощной или мясной. Накрываем и доводим до кипения. В фарше у меня есть и лук, и морковка. Я сюда же добавила белок. Все перемешиваем. Но я не солила. Добавляем соль. И перец. Хорошо перемешиваем. Тесто хорошо разминаем и раскатываем. Тесто раскатываем как на домашнюю лапшу или на пельмени довольно тонко. Вот оно эластичное, поэтому снимается легко, и вот видно, что оно тоненькое. Так, теперь я его разделю на 2 части. Немножко в сторону. И теперь выкладываем сверху фарш, распределяя его по поверхности теста. Фарш распределяем полностью по поверхности теста, но с одного края оставляем вот так вот промежуток пустой. Теперь скручиваем в рулетик. Стараемся делать плотненько. Готово. Суп закипел. Убавляем огонь. Добавляю сюда лавровый листик, соль по вкусу.
И оставляем его еще провариться минут 10. А я тем временем порежу рулетики на небольшие кусочки. Через 10 минут добавляем клетки. Клетки всплыли, суп закипел. Я добавляю сюда, у меня замороженный укроп. Перемешиваю. Накрываю крышкой и выключаю нагрев. Оставляю так на 10 минут. Суп готов. Можно подавать к столу. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита! Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.